Всем привет! В этом ролике мы поговорим про магические шахматы, разберем топ героев и также связки. Также учтем баны и как кого заменять, если что. Ну и собственно как действовать в бою в зависимости от того, какие артефакты у противника. Как ни крути, награды в шахматах очень хорошие и в принципе шахматы уже стали неотъемлемой частью игры. Разработчики очень сильно их продвигают. Плюс еще турнир скоро будет, где можно будет получить осколки, за которые мы можем купить эксклюзивки, поэтому кому-то нравится, кому-то нет, но играть приходится не часто, но хотя бы иногда все равно заходить, отыгрывать, потому что нужно получать вот эти вот все призы, даже вот награды за места, плюс у нас как минимум 5 боев мы должны отыгрывать, чтобы получить лишний вот этот осколочек. На данный момент кое-как удерживаюсь на втором месте, тяжело, но стараемся, поэтому давайте уже приступим к обзору. Ну что ж, погнали. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Сейчас у нас неделя, когда Серпентемис не в бане, и по-любому, прям на 100% уверен, что все будут использовать именно ее. В бане у нас также находится Торгас, Латер, поэтому ядра здесь у нас нету. Ну и Анелизис, поэтому будет весьма интересная неделька. Планирую начать с такой колоды, но пока что разберем именно самих героев по отдельности, которые более-менее такие самостоятельные и очень часто их пикают. Топ-1 герой вообще в принципе в шахматах, как бы это странно ни звучало, это даже не Анелизис, это именно Кульвида, потому что она врывается просто в любую пачку, абсолютно в любую, независимо от того, через какое ядро вы играете. Особенно мощная она именно на старте, то есть если вам карта выпадает с Кульвидой, то по-любому в начале ее пикаем, потому что в начале она очень мощная, ну и в принципе в конце тоже за счет всяких там контролей, плюс если мы играем через удар молнии, допустим, то тоже ее ультимейт здесь поможет, потому что уязвимость к молнии накладывает. Плюс также, когда у противника, допустим, команда яда, за счет своих вот этих пассивок, она способна переживать вот эти вот мощные ваншоты и оставаться на поле боя. Поэтому этот герой именно топ-1 в шашках. Также ее, на удивление, вообще не банят. Понятное дело, что даже змея имба, но она играет через неделю, потому что постоянно ее банят. И соответственно, неделя со змеей, неделя без змеи. Кульвида же у нас доступна просто всегда. На моей памяти вообще не помню, чтобы ее кто-то забанил. Даже в тройке ее нету. Все, у кого она есть, ее всегда пикают. Просто в любом составе. Поэтому именно она у нас является топ-1. Думаю, многие с этим согласятся. Следующий герой, который также врывается абсолютно в любую пачку. Мы сейчас не рассматриваем на полностью связки колод, а именно пока что по отдельности берем каждого героя. Анелизис за счет своих станов, щитов, чисток и в принципе противных скиллов своих также абсолютно в любую команду залетает. Плюс еще и заливка, что позволяет нашему основному дамагеру раньше ультануть. Из минусов то, что ее просто довольно-таки часто банят. Все больше минусов нету, только плюсы. Поэтому тоже, если она не в бане, всегда берем ее к себе в колоду. Это как дополнительные персонажи, которые в принципе залетают в любой пик. То есть мы всегда собираем какое-то ядро, минимум из 5 персонажей, и уже к ним дополнительно можно брать этих героев, которые сейчас перечисляют. Также очень часто сейчас стал видеть Лакрейса именно как соло-призывника. Он мало того, что является стражем, то влияет на уменьшение контроля. И Анелизис ставят всегда именно позади его. Как оказалось, очень мощный персонаж именно в шахматах. За счет своих копий они очень больно бьют. Плюс у него щитки, он позволяет переживать урон. И если, допустим, вы там его крутили, вы любите играть призывом, либо вообще под шашки его делали, то на втором пробуждении это вообще просто лютая имба. Потому что, когда он ультует, он будет накидывать щиты прям на всех. Щиты очень мощные, что позволяет нашей команде очень сильно прям переживать все бусты урона по нам. Вот, поэтому очень часто стал его видеть. И очень противный персонаж. Есть киты, у которых он пятый, и я просто вообще не знаю, как с ним бороться, потому что на старте он призывает кучу копий уже сразу. Потом мощный ультимейт, мало того, что урона много наносит, еще и просто мощнейшие щиты. Допустим, для примера покажу колоду топ-1 игрока, который сейчас первое место держит. У него пятый лакрейс,
И я заметил, они играют вот через алхимию. И просто нереально вообще что-либо сделать. Был бой такой, что мне выпала неуязвимость, и я все равно проиграл ему. То есть я вообще ничего не мог сделать. Он, получается, за спину ставит анализис. У Лакрейса, в принципе, есть свой щиток на старте, что добавляет ему выживаемости. А потом он просто ультует, и все, и мы все умираем. Сделать вообще ничего не могу, ни при каких условиях. Также обратите внимание, именно на данную колоду здесь упор сделан именно на выживаемость. То есть даже если будет змея, такие как Торгас, Аня, Ульвида зачастую тоже. Ну и, соответственно, Лакрейс, они переживают весь этот прокаст стартовый. Потом идет разультовочка, и, скорее всего, наша команда просто отлетает. И упор алхимии именно все он дает на Лакрейса. И хп, и атаку. Поэтому колода очень жесткая на самом деле. Также в соло можно увидеть Арору. Она как страж еще имеет стан, поэтому тоже очень часто заходит. Дает снижение урона, парирование, плюс уменьшение контроля. Ну и вот этот стан, поэтому тоже можно ее в соло ставить, если она у вас есть. И также стал часто видеть именно сову, потому что тоже она страж. Не у всех есть Арора. И она имеет также связку маг-путник, поэтому с некоторыми персонажами, у которых тоже есть вот эта способность маг-путник. То есть мы имеем стража, добавляем любого мага-путника, желательно который, конечно, лучше подойдет, что-нибудь типа Хвитар какой-нибудь. Вот, и мы будем уже иметь даже вот этот жесткий контроль. Очень противно, на самом деле, контроль под чарами. Также по поводу Фредгунды, если вы играете через Ice Blast, тоже очень часто видел, ставят именно позади Фредгунды Анелизис. И когда более-менее ядро Ice Blast собирается, то очень большая порезка защиты идет. И когда Фредгунда ультует, она что-то подобно Таресе просто всю карту сдувает. Все, и никого не остается. Причем ульта намного больнее, чем у той же Тареси. Ну и, конечно же, нельзя упомянуть самого Торгаса, потому что тоже очень мощный, очень больно бьет, переживает вообще любые вот эти прокасты жесткие за счет своих бессмертий, плюс имеет стан. Но часто в бане, прям очень часто его банят, потому что герой, ну, слишком противный. В принципе, даже на этой неделе вот можно увидеть, что он в бане находится. А так, если вы крутили дикость, допустим, у вас есть Торгас и он не в бане, то тоже всегда ставим его в колоду. Прям отлично заходит. Плюс еще и хилится. Короче, ну прям очень противный персонаж. Ну и рассмотрим уже сами связки. Если змея не в бане, то, конечно, топ-колода, это именно колода яда. В любом случае собираем ядро из 5. Латера здесь нету, потому что сейчас он в бане находится. Так, допустим, я бы поставил вместо Виканы сюда Латера. Глэдис тут просто стоит, если что, потому что в бою мы можем пикать 8 персонажей всего, это лимит. Но чтобы войти в бой, нам нужно иметь в колоде 10, поэтому просто допом ставим на всякий случай вообще любого персонажа, это не важно, потому что играть мы им все равно не будем. Вот, что касаемо яда, по-любому Twitch, Лавкач, если с артефактом, то вообще замечательно. Ну и Дуранго. Тут у нас будет Латер. Если у вас, в принципе, Латера нету, то можно так и оставить. Пусть это будет Викана. И уже сюда добавляем персонажей, которые прям могут пережить прокасты. В идеале это будет сюда Торгас и Анализис. Сейчас они в бане, но если были не в бане, то по-любому туда бы они зашли. А так действуем уже исходя из того, что есть и что у нас не забанено. То есть на этой неделе я беру сюда Лакрейса. По-любому Кульвиду однозначно, вообще без вариантов. Это имбулька наша. Без нее мы никуда. Ну и так как, в принципе, тут идет бонус к просвещенности, решил взять еще и попробовать Перкунты сюда. Не факт, что я буду его вообще использовать, но просто попробуем, потому что основа будет все равно у нас яд. Все будут играть ядом, и, скорее всего, Перкунты будет просто шотаться, и все, даже боевой не будет успевать давать. Поэтому основа будет в любом случае 5 героев яда на доске, Кульвида и Лакрейс. То есть 7 персонажей. Был бы Торгас, поставил бы еще Торгаса. Ну и Анализис, соответственно. На данный момент пока что так. То есть в бою максимум буду брать 7 персонажей и апать им звезды. Там уже как пойдет. По ситуации можно какой-нибудь дополнительно будет уже 8 в конце выставить, если бой затянется. Но эта колода играет просто через неделю, поэтому сейчас рассмотрим именно мою основную, которую я чаще всего играю. Основная моя колода — это удар молний, и именно ее мы более подробно разберем. Обычно сталкиваюсь либо с подобными командами, либо некоторыми другими, которые уже одну я показал. Это команда корейского игрока. Вот. Против нее очень сложно противостоять, но тут больше
за счет пробуждений именно у Лакриса, потому что он тут имба. И также у Воркахолика тоже сложная колода. Тут даже не в уязвимости дело, а прям какой-то упор. Опять-таки, я заметил, играют через алхимию. И Дафна тут очень сильно шотает на старте. Как у нас раньше было, когда тени прям очень сильно рулили в шашках. Потом куда-то они пропали, но вот сейчас я заметил, когда появилась алхимия, начали возвращаться тени. Дафна опять всех шотает. Короче, ужас. Да, и против этой колоды очень сложно играть. Иногда, да, побеждал его, но зачастую побеждал меня он. Очень прям тяжело. И опять-таки заметьте, что акцент сделан основной именно на выживаемость. Тут у нас и Аня, и Торгас, который бессмертный, Ульвида, которая все диспелит, все, что можно. Также никуда не обошлось дело без стража, Ароры. Как я уже говорил, персонаж, который просто в соло может стоять и выполнять свои функции, независимо от того, играем мы ударом молнии или нет. Ну и Саверио тут неплохо разбирает. Дафна на старте также шотает с боевого, поэтому ну просто жесть какая-то происходит, очень сложно, очень сложно. Но вернемся уже к моей колоде. За основу я всегда беру, то есть если Анелизис не в бане, тогда ее тоже сюда ставим. Основные персонажи это Перкунте, Арора, по-любому Ульвиду сюда прям 100%. Также если находится не в бане, то Анелизис, Ницца, Арфена и Шайночтан. Также скоро еще новый орел появится, будем уже смотреть, что он будет делать, но вроде как очень хорошо зайдет. В первую очередь всегда выставляю Перкунте, Арору, и либо это будет Шайночтан, и у нас на старте будет уже 3 удара молнии, либо это будет Кульвида. Если выставить Анализис на старте, то почему-то всегда выходит хуже, если мы в зеркало играем. То есть команда, где будет либо Арора, Перкунте и Кульвида, уделает нашу команду, если у нас будет Анализис. Прям всегда вот одно и то же происходит, то есть по-любому нас разматывают. Либо наоборот, если я, допустим, взял Кульвида, Арора, Перкунте, либо Перкунте, Арора и Шайночтан, то мы зачастую будем выигрывать команду, где у противника на старте взята Анализис. То есть ее нужно брать позже. То есть базу мы берем на старте, чтобы у нас первые раунды было уже Перкунте, Арора, Кульвида и в идеале Шайночтан. Уже потом мы добираем себе Анализис. Как раз апаем звезды им, открываем ультимейт, и тогда уже можно что-то думать. Далее уже где-то в мид-гейме, либо в поздних раундах добираем Шайночтана, Ниссу и Арфену. Арфена тут тоже нужна, сейчас объясню почему и как, в каких ситуациях действует. Допустим, если у нас противнику повезло и он взял артефакт на сопротивление. Нам придется делать упор именно на Шайночтана, потому что вот эта аура, она просто берет и контрит тот артефакт, потому что у нас в базе есть точность, точнее, плюс вот этот бонус, и в принципе все. Нам хватает точности, чтобы пробивать то сопротивление, которое дает артефакт. У нас будет 100 точности, артефакт дает 120 сопротивления. В принципе, из-за того, что разница небольшая, этого получается не хватает. И со 100 точности мы будем накидывать и контроль, и ослабление. Поэтому тоже не забываем учитывать именно вот эти вот навыки. Смотрим, какие артефакты у врага, и уже думаем, кого нам быстрее именно лучше прокачивать. Это первое. Также сама Арфена как бы в бою особо-то бесполезная, но вот этот талант ее, увеличение количества отскоков в цепи молнии, вот это уже важно. То есть она нам даст дополнительный отскок, и это очень сильно влияет на урон. Поэтому только за счет этого она здесь хорошо заходит. Ну и Нисса, особенно если пятая, то есть у нее будет ранняя ульта, она очень быстро ультанет. Буквально 3 звезды берем, все, появляется ульта. И она очень рано ультует, накидывает электрошоки. Также плюс еще есть шанс наложить дополнительный электрошок. И по целям с электрошоком, соответственно, будет уже от цепей молний дополнительный урон. Поэтому тоже учитываем, если что, как минимум на троечку ее апаем. Просто для ультимейта раннего. Она в любом случае ультанет раньше, чем Перкунте, даже если за его спиной будет стоять Анализис. Вот, то есть ультует Ниса и сверху ультует Перкунте, и все, и всех просто кладет. Из минусов, с какими вот сложностями я сталкивался на данной команде, это именно новые артефакты, которые ну прям очень сильно контрят именно Перкунте. Первый бесячий артефакт — это невосприм к контролю и ослаблению. То есть электрошоки не ловят. И в любом случае, если у нас, допустим, Анализис не в бане, да, то этот персонаж у врага ультанет раньше, чем мы, потому что он не будет ловить контроль вообще никакой. И, соответственно, его ульта будет первее. Это первый бесячий артефакт.
которые есть. Ну, помимо, конечно, всяких неуязов и так далее. Но также появились еще очень неприятные вещи, а конкретно вот этот сет. Бастион боевого отряда. Он собирается из двух вещей, и обе очень сильно влияют на перкунты. Очень сильно. Перчатка у нас снижает урон от молнии на 30%. Это уже очень много. И есть еще синий артефакт, который снижает урон от просвещенности. То есть это еще минус урон от перкунта. Мало того, что от молнии режется урон, еще и доп урон режется. И когда противник собирает два сета этих, дополнительно еще и сверху получаемый всеми союзниками урон снижается на 30%. То есть при этих двух вещах от перкунта урона просто нет. Вообще от всего удара молнии просто урона нет. Они ничего не делают. Если еще сверху вот этот штраф атаки, то это все. Это можно просто ливать, потому что мы ничего не сделаем абсолютно. Мы просто не будем дамажить. Даже если мы там будем жестко задефаны, мы противника просто не убьем. Он, наверное, нас быстрее эпиками заковыряет, чем мы его убьем. Также, на удивление, очень часто стал видеть сбор, причем он очень неплохо себя показывает именно за счет маны Лисы. Те, кто ее крутил, уже начали играть сбором. Также к ним берут часто Этерил и акцент делают на бардах. То есть выставляют 3 барда, идет просто мгновенная ульта, щиты мощные. Вот поэтому очень тяжело противостоять, но опять-таки это тогда, когда змея в бане. Когда змея не в бане, то, блин, с ней очень сложно бороться. Я бы сказал, даже нереально, поэтому все играют всегда змею. Но когда змея у нас в бане, команды намного разнообразнее. Поэтому даже такие как Мандрин Лиссе вместе со всем сбором вылазят и показывают довольно-таки неплохие результаты. Особенно, когда Монолиса выходит на 5-ю звезду и получает вот этот навык. Все, начинается просто жесткий урон по нам. Бывает даже она не успевает ультануть, просто за счет того, что с боевых получают статус и сбор наши барды. Очень больно начинает нам прилетать с пассивки, и уже команда наша все умерла. Также еще из плюсов она имеет статус маг-путник, и при этом она еще и страж. В идеале я бы потом как-нибудь попробовал, допустим, сбор к ним сову и лакрейса. То есть у нас будет 3 стража, контроль, ну короче жесть будет, вот что будет. Плюс если лакрейс на старте прям ультанет, то ну это будет очень больно. Если на него сработает навык барда, будет просто печаль. Ну и что касается колод, также золотая середина, так сказать, которую мы не списываем со счетов, которая также играет, выигрывает. Да, конечно же, команда Ауры. Особенно если у вас Эманлейда с артефактом. И когда Анелизис не в бане, то вообще неплохо себя показывает по сей день. Из плюса вообще, в принципе, Ауры, так как Анелизис самый такой пикабельный герой, то есть мы очень рано выходим на бонусы именно школы. Если в других пачках мы берем Анелизис в ущерб какой-то, да, бонусу, то Аура это самое раннее, кто выходит на бонус 3 персонажей от школы и бонус 5 персонажей. Потому что, допустим, если у вас на поле боя Анелизис и 4 персонажа школы, да, то у вас еще бонуса нету. В случае с Аурой, если у них на поле боя 5 персонажей, то у них Анелизис этот слот лишний не заменяет, и уже у Ауры, в принципе, вот этот бонус есть. Поэтому очень большой плюс. Ну и также Аня стакается с ядром, прям идеально это с Эманлейдой. То есть они оба как раз и стражники, и имеют вот этот бонус туза. То есть мы выставляем Эманлейду, мы выставляем Аню, выставляем кого-нибудь третьего, и у нас уже активировано, в принципе, на старте у нас активировано 3 бонуса. Это стражники, тузы и бонус именно школы. Это уже можно сделать прям в первом раунде. Поэтому все равно имбулька некая такая. Но что-то против перкунты в лейте уже как-то начинают они себя плохо показывать. Не хватает им там чего-то. Короче, вот как-то так. На этом, в принципе, все. Самые такие основные моменты разобрали. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно буду ждать от вас комментариев. Какие-то предложения, вопросы. Да и так, в принципе, ваше мнение по поводу этого всего. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, кто не подписан. Также вступаем в Discord, в Telegram. Ссылочки все в описании. До скорых встреч. Всем пока.